Ребята, всем привет, с вами Даша, и сегодня мы будем собирать этого малыша. Это модель Штуга 4 в сотом масштабе от звезды. Это новинка последнего месяца. И с помощью этой модели мы окунемся в мир бюджетного моделизма. Так как эта модель стоит всего лишь 330 рублей, и это довольно бюджетно на сегодняшний день. Если вы тоже хотите приобрести такую модель, то переходите по ссылке в описании в магазин «Модельная лавка». Там по промокоду Даша вы получите скидку в 10%. А если вы заказываете модель там впервые, то вы можете воспользоваться вот этим промокодом и получить скидку в 200 рублей. Итак, поехали смотреть, как я собрала и покрасила этого малыша. Начала я сборку штуга с работы над стволом пушки. И как это водится у моделей в сотом масштабе от звезды, в нем нет характерного отверстия. И тут на помощь мне приходят ручные мини-сверла от фирмы Мачете. У меня их два набора с разнокалиберными сверлами, и при желании их можно зарядить даже в бормашинку. Но работая с таким маленьким масштабом, лучше работать вручную. Деталей в наборе мало, так что сборка заняла у меня минут 10. Детали даже не надо клеить, они отлично крепятся на щелчке. В общем, сотый масштаб идеален для тех, кто хочет попробовать себя в моделизме, но сомневается. А я уже на канале собирала модель в сотом масштабе от звезды. И это был тоже истребитель танков и тоже немецкий. Самоходка Мардер 3. Ссылка на видео будет в описании. И знаете, мне процесс работы над той моделью очень сильно понравился, так что я и с большим удовольствием принялась и за эту модель тоже. А цена у этой серии моделей остается низкой, чуть более 300 рублей. Хотя я помню времена, когда модели в сотом масштабе стоили и 150 рублей. Кстати, у меня есть и группа ВК про моделизм, где я регулярно делаю тематические записи, комментирую новинки мира моделизма, делаю обзор работ моих зрителей и, конечно же, делюсь процессом работы над моими моделями. Так что очень рекомендую подписаться по ссылке в описании. Также через мою группу ВК можно оформить спонсорство канала тем, кто не может или не хочет этого делать на YouTube. Одной из наиболее странных немецких самоходных артиллерийских установок военного периода стала Штук-4. С одной стороны, сама по себе идея резервного шасси для Штук-3, производство которого после бомбежки Алкет просела, понятна. Да и 1141 машина данного типа, выпущенная за время производства, цифра немалая. Но вот если взглянуть на все это с другой стороны, то начинаешь испытывать смешанные чувства. После легкой сборки и промывки модели в воде я принялась грунтовать штук. Тут я использую серый грунт от Pacific 88, хотя серый цвет не лучший выбор для серого пластика. А вот тут я делаю легкий прошейдинг черным цветом. Это нужно для того, чтобы затенить углубление модели и таким образом придать больше объема штугу. Имея более удачный по конструкции Jagdpanzer 4 выпускать на том же шасси машину похуже, так себе идея. В результате у немцев было на производстве одновременно 3 практически одинаковых самоходных артиллерийских установки. И такой роскоши не могла себе позволить ни одна другая страна. При этом самой массовой была Штук-3, а самой удачной и одновременно самой немногочисленной Jagdpanzer 4. Штук-4 при этом была самой тяжелой и неспешной среди этой троицы. А после прешейдинга настало время окраски модели в стандартный для немецких танков желто-оливковый цвет. И делаю я это красками Pacific 88 цветом Olive Grün. Кстати, я использую российские краски Pacific 88. В отличие от испанской химии, с ними нет проблем в России. И стоят они в 2 раза дешевле японских аналогов. А поскольку при их производстве используется российское сырье, то и цена будет продолжать держаться на приемлемом уровне. А по качеству они ничем не уступают зарубежным аналогам. Так что импортозамещайте краски на здоровье.
После окраски штука в базовый цвет я добавила в оливково-желтый немного белого цвета и прошлась по выступающим частям самоходки, типа люков и выделяющихся плоскостей рубки. А после я сделала градиентный переход на противоаккумулятивных щитах. Пришло время ручной работы, а на моделях в 100 масштабе это то еще приключение. Мне надо окрасить гусеничные ленты, резиновые бандажи маленьких катков, шансовый инструмент, глушитель и запасные катки. И тут мне пригодятся краски от ICM, усидчивость и немного терпения. А после ручной работы я задую самоходку глянцевым лаком. После того, как лак высох, я начинаю делать смывку самоходки. Вот такой базовый цвет идеально подойдет коричневая смывка от Pacific 88. Излишки я удаляю White Spirit. Тут все как обычно.
А после матового лака я методом сухая кисть выделю рельеф бронированной рубки самоходки. И для этого мне понадобится белая масляная краска и широкая кисть. У модели есть противокумулятивные экраны, которые, несмотря на градиентную окраску, получились слишком монотонными. Чтобы сделать их более интересными, я применю метод масляных точек и сделаю их еще чуточку интересней. Растушевываю масляные точки я white спиритом. Ну и последний штрих я добавлю копоти на ствол орудия и на выхлопную трубу. И все, маленькая модель у меня готова. И вот такой у меня получился малыш. Мне эта модель очень понравилась. Очень приятно работать с таким маленьким масштабом. Не знаю, я очень люблю такие малыши. Так что это моя вторая такая маленькая модель. И поэтому напрашивается какая-то маленькая мини-диорама. Надеюсь, что скоро я ее реализую. Так что не забывайте переходить на мои социальные сети, то мало ли что будет с YouTube. И чтобы вы меня не потеряли. До новых встреч. Пока-пока. И спасибо, что вы смотрите мои видео до конца.